Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев, политолог на связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Массированный удар был по Украине прошлой ночью. Погибла семья под Кривым Рогом. Минсоцполитики, понятно, там уже объявила, что родители, 7 детей. Конечно, ужасы войны коснулись и Львова. Там попало в дом много пострадавших, причем, ну, например, мои источники со Львова говорят, что мало кому что рассказывают, по городу весь город в дыму, куча скорых, в общем, то, что мы видим, это вот то, что официально можно посмотреть. Киев также. В Киеве абсолютный ажиотаж, 56 тысяч человек укрывалось ночью в метро после предупреждения, но не без казусов. Люди устремились к метро, но до того момента, как включили воздушную тревогу, были проблемы, что их пропускали, не пропускали. То есть тревога звенит, ну давайте, пожалуйста. Но проблема в том, что только зазвенела тревога, раздались взрывы. То есть это абсолютный, скажем так, ужасный, вопиющий случай. Вместе с этим мы видим Зеленского, который эту трагическую ночь выставляет в плане, конечно же, защиты ПВО. Даже залетевшая на Х-101 на территорию Польши, там 4 истребителя поднимали, она упала, сбилась с курса, неисправность. В общем, комиссию собирают поляки. Это тоже как повод вместе со смертями и разрушениями дать еще больше ПВО. Так елки-палки, так договорился вроде как с Трампом. Смотрите, какие хорошие у нас новости после встречи Зеленского на похоронах Грэма. А вот мы видим вот такую историю. Получается какая-то странная логика у этой войны. Нам рассказывают, что Украина побеждает, но требуют закончить войну. Так если вы побеждаете, чего вы требуете? И этих парадоксов куча в этих, скажем так, информационных атаках, помимо, конечно же, тяжелейших ударов, которые уносят жизни. Как вы думаете, насколько вот этот эпизод прошлой ночи ожидаем, на что повлияет, или это лишь пазлик в этой картине? В этой войне очень много лжи, в первую очередь. Именно по этой причине не складываются события в одну логическую цепочку. Что касается погибших семей и гражданских, я приношу свое искреннее соболезнование семье, ну, кто остался в живых, конечно, в Кривом Роге, во Львове, да в любых других городах, неважно где гибнут гражданские, это большая трагедия. Будь то во Львове, будь то в Москве, в Белгороде, в Донецке или в Киеве. Это действительно огромная трагедия. Это очередной аргумент, почему необходимо ускорить окончание этой войны. Это очень важно для понимания всех и для тех, которые находятся в безопасности, да, и постоянно требуют каких-то победных решений. Вот, потому что они не сталкивались с этой проблемой. Что касается Зеленского, ПВО, Патриота и прочего, опять это часть его пиар-акции. Он прекрасно знал, да, он об этом говорил заранее, ожидаем массированный удар. Меня очень удивляет. Понятно, что есть там разведданные, есть спутниковая связь, и по этим всем признакам можно там отследить, будет удар или не будет. Но Зеленский всегда удивительным образом очень хорошо осведомлен, когда будут наноситься удары, да, и все у него в порядке, он только предупреждает, но в этом, смотрите, там удар будет серьезный. Вот, а потом приезжает, фотографируется возле разрушений и более того, используют это в качестве аргумента, чтобы ему дали больше денег и больше оружия. Неважно, это оружие обороны или оружие наступательное. В данном случае речь идет о патриотах. Да, и вот то, что он заявил, что ему нужно от Соединенных Штатов Америки 300 ракет «Патриот» на зиму для того, чтобы перезимовать, я уверен, что такого количества не дадут. Нравится это кому-то или не нравится. Нужно вспомнить, что говорил Пит Хексет, министр войны Соединенных Штатов Америки. А он сказал, что у нас у самих нет такого количества ракет, которое требует Зеленский для обороны Украины. То есть это первый нюанс. Дальше речь шла о том, что ему должны передать лицензии на производство ПАК-3, ПАК-2 ракет для комплексов «Патриот». И он даже сделал публичное заявление после встречи с Трампом, что вот такая речь шла, и мы все ближе к успеху. Но потом представители компании Boeing, которая является
одним из подрядчиков-производителей, да, Lockheed Martin, вот они это совместное производство, сказали, что они не будут, например, передавать технологии по разработке самонаводящейся головки, там, ракеты Patriot. То есть, а без этого, в общем-то, болванка, она особой роли не играет, потому что самое важное, да, в ракетах ПВО это все-таки наведение и возможность поразить цель. Поэтому говорить о том, что будет какая-то лицензия или производство на территории Украины, не приходится. Это байка сродни того, что Байрактар построит заводы на территории Украины, и у Украины появятся свои Байрактары. Пообещали что угодно, построили — нет. И подобных обещаний было очень и очень много. Знает ли об этом Зеленский заранее, когда ездит и рассказывает: дайте нам возможность, мы будем там производить, вот нам столько-то ракет? Ну, это, конечно, знает. Он же осведомленный человек. Да? Можно сколько угодно сомневаться в его умственных способностях, но я уверен, что ему говорят, что ему могут дать, а чего ему не могут дать. И здесь-то он точно понимает, что ему надо, чего не надо. Поэтому война, если будет продолжаться в таком же ключе, в котором она сейчас идет, именно по пути эскалации, то в итоге мы получим еще больше разрушений, еще больше жертв, и еще больше трагедий. И самое страшное в этом, что политики, какие бы заявления ни делали, вот как там Трамп говорит, да, возьмите и закончите эту войну, ну это все просто игра на публику. На самом деле они много выгоды получают с продолжения вот этого конфликта. Я сейчас не конкретно о Трампе говорю, я имею в виду вообще о политических фигурах, которые участвуют в этом процессе. Александр, ну, давайте так. А, Если ПВО не будет, ну, вот не будет на эту зиму, все рассказывают о том, что зимой будет еще хуже. Удары продолжают наноситься украинскими дронами по российской глубинке, скажем так. Вайлдберрис очередное было 2, по-моему, да, склада атакованы, порт в Тамане атакован, там есть определенная там НПЗ, ну, в общем, нефтяной энергетический объект. И, собственно, вот это все продолжается и только набирает обороты. Получается очень странная картина. Вот эти удары российские, они не останавливают как бы удары по той же российской территории. Украина качает тему мобилизации. Качает как может в российском сегменте. Даже вот эта сейчас история с Дуровым, вчерашняя, там, сегодняшняя, вчера его там как бы полуобъявили в розыск международный за то, что там был какой-то бот, давинчик, бот знакомства, там вместо девушек сидели украинские СБУшники и, в общем-то, окручивали вот этих парней российских, типа Дуров виноват, да. Сегодня продолжилась эта история, что вообще в принципе Телеграм, да, вот надо экстремистским, плохим, нехорошим объявить, вроде как Генпрокуратура подает в суд Верховный на вот эту, для вот этого решения. Это ведь тоже как бы подогревает тему мобилизации. Почему? Потому что где там узнать, где повестки раздают, ну, условно, или где вот эта информация, которую вот на украинском примере, да, о всяких тяжелых аспектах мобилизации. Я не говорю, что будет такая же в Российской Федерации мобилизация, как в Украине. Это понятное дело, это уже понятно, что так не будет. Но, тем не менее, Telegram, ну и, соответственно, закрывают, прикрывают вот эту историю. Это тоже вот как бы толкает на мысли, что что-то таки будет. Вместе с этим официально выходит Медведев, никакой мобилизации не будет. Все. То есть Зеленскому вроде как нечем пугать. Вот вместе с этими ракетами, вместе с ситуацией на передовой, почему это не толкает действительно, как Трамп вышел и сказал, давайте заканчивать, а толкает на именно продолжение эскалации конфликта? А насчет мобилизации в России, если бы действительно планировалось в ближайшее время подобные процессы, то, я думаю, громких заявлений ни со стороны Медведева, ни со стороны других представителей российской власти не было бы. Они бы просто молчали. То есть у России есть такая, да, практика именно политическо-медийная. Вот если чего-то они не хотят говорить, они просто молчат и не дают вообще никакой комментарий. Ну вот вообще ничего не говорят. Дальше додумайте, что хотите. Но в данном случае многие политики делают заявление, что мобилизации не будет. И то, что разгонялось, что Путин там увеличил количество вооруженных
вооруженных сил Российской Федерации, да, там до такого-то числа. В итоге оказалось, что на 25 тысяч человек всего лишь увеличилось штатное количество вооруженных сил Российской Федерации. То есть с точки зрения ведения боевых действий, да, это ни на что не влияет. В России есть возможность, о которой говорил неоднократно Зеленский. Вот, и он говорил, что хотел бы тоже заиметь такую возможность привлекать контрактников на службу. В России есть на это деньги, вот, и всяческие механизмы. То есть проводить такую мобилизацию, как в Украине, нет в Российской Федерации необходимости не только по причине наличия внутреннего ресурса денежного, да, но и по причине наличия живой силы, то есть количество населения в Российской Федерации, в Украине сколько, миллионов 20 сейчас проживает, да, общая численность населения. В Российской Федерации 146 или 147 миллионов человек. Ну, разница, как бы, я думаю, ощутимая, да, именно по этой причине, по этой тоже причине, вот так вот более правильно сказать, эти процессы, они не будут похожи. Вот, Зеленский пошел на такие крайне радикальные меры, которые мы сейчас видим, да, эти все действия ТЦК, нарушение базовых прав человека, избиение, унижение и прочее по причине того, что у него стоит задача, а он ее выполнить не может, у него механизмов нет, и он пошел на самые радикальные действия. Поэтому он неоднократно говорил, что он хочет так же, как Путин, поэтому европейцы, дайте мне денег, я тоже хочу контрактную армию. Но денег ему на это никто не дает, даже на увеличение зарплат солдатам вооруженных сил Ну да, поговорили, Украины. поговорили про зарплаты и заглохли. Вместе, Заглохли. вместе А с денег этим на это нет. выходит сегодня этот Корецкий, тоже, да, где Корецкий, чем он занимается? Он ездит аудитом, занимается, говорит, я там недоволен, как к зиме подготовились. И сегодня он выдал, что правительство подает вот эту историю, которую требует МВФ, посылки из-за рубежа дороже, в общем, 150 евро, ПДВ, ну, налогом облагается. Это изначально убийство Лысого в подвале для украинского малого бизнеса. Почему? Потому что все понятно. Люди покупают на каком-нибудь китайском Алиэкспресс, везут сюда товар какими-то путями и тут продают, как-то живут, да, какой-то бизнес строят. Но это же под каким соусом? Мы поддержим отечественного товаропроизводителя. Какого? Выходят фермеры и говорят, елки-палки, поснимали брони. То есть мы маленькие, ну, то есть фермеры с какими-то паями там в каких-то селах, мы, получается, без брони, а вот эти большие гиганты, да, которым попродавали земли, которые там сельхозпроизводители крупные с иностранным капиталом, у них бронь есть, то есть нас заберут, что с нами будет непонятно, кто-то выживет, кого-то убьет, земля, хозяйство, все как бы в труху, вот такая забота о том, кто внутри. И вы заметили, что мобилизация в Украине становится как политическим, так и социальным, ну так, короче, инструмент политики государственной. Ну, в первую очередь, да. Но что касается экономики, тех объяснений, которые там у Корецкого и других, ну, это чушь. Чушь собачья, на самом деле, ничего общего с реальностью, с действительностью не имеет, потому что если какое-то государство сейчас без привязки к Украине, любое государство хочет поддержать внутреннего производителя, он создает условия, в первую очередь, для внутреннего производителя. То есть это налоговые льготы, вот это льготные кредиты, вот это заградпошлины для продуктов аналогичной категории, да, которые заходят из зарубежных стран, то есть введение дополнительных пошлин на импорт и прочее, прочее, прочее. То есть это стимулирование, это попытки помочь на внешних рынках, да, и организовать внутренний рынок. Украина на данном этапе ничего подобного не делает. Украина, я имею в виду украинская власть. И не только на данном этапе, вот, потому что сейчас многие будут списывать на войну, но вы же понимаете, идет война, как мы можем этим заниматься, у нас другие задачи. Ребята, они этого не делали и до войны. Я неоднократно публично заявлял об этом, когда они рынок земли водили, были протесты фермеров. Это же история, она не нова, да, с фермерами. Сейчас их просто там статуса лишат, потом бронь с них снимут, да, и прочее, прочее. Но суть не в этом. Суть в том, что тот рынок земли, который запускался, продажи, это все приводит к тому, что будут покупать большие латифундисты, да, либо транснациональные корпорации по типу Монсанто, там, Каргил и прочие, которые и так зашли на рынок. И они сначала
из-за протестов, потому что свыше 80% населения были против продажи украинской земли для иностранцев. Они сначала ввели ее просто продажу для украинцев, потом ввели такой некий нюанс, что банки имеют право отчуждать эту землю и потом уже продавать компаниям, там, где любая собственность. Ну, вот как будто лоханули людей, да. По сути, они и планировали это все сделать. Поэтому то, что сейчас происходит именно с аграрным сектором, это лишь следствие начатых в кавычках реформ, а более точно сказать уничтожения аграрного сектора еще в 2019 году, когда Зеленский пришел к власти. То есть это не новая история. Что касается бизнеса и всего остального, он также давится большими кредитами, большими налогами, вот, и дополнительными налогами, которые сейчас взимаются на армию, да, и прочие вещи. То есть, по сути, не создается никаких условий для развития. А сюда добавьте еще дорогие энергоресурсы, сюда добавьте кризис, который есть, вот, война, разрушение инфраструктуры, и вот, собственно говоря, о каком бизнесе мы вообще можем говорить, о каких рабочих местах. Единственные рабочие места, которые может обеспечить Зеленский, это рабочие места на фронте, то есть это людей просто отправить в вооруженные силы Украины. Это единственное, где он может обеспечить возможность людям заработать хоть какие-то деньги, и то не факт, что они там заработают, потому что очень много уже случаев было, когда люди просто не получают или недополучают. Или, например, как вчера или позавчера стало известно, как один из офицеров средней руки в Одесской области домик строит, 80 солдат привлек. Ну, красава вообще. Я не удивлюсь, если он с этих солдат еще взял деньги за то, чтобы они на фронт не уехали. То есть они еще, возможно, заплатили ему бабки, вот, за то, чтобы не уехать на фронт и за то, чтобы работать разнорабочими у него на участке. Вот реальность, какая сейчас есть. Поэтому, когда мы говорим об окончании войны, мы должны понимать, кому выгодно окончание войны. Окончание войны выгодно в первую очередь для украинского населения, для обычного человека, который не является выгодополучателем, который не поднялся во время войны, не стал миллионером, как эти МСЭКи и прочие персонажи, да, там, военкомы, разного сорта генералы, да, полковники и прочие, которые до войны получали зарплату 20 тысяч гривен. 20 тысяч гривен была зарплата. А сейчас подумайте, сколько получает полковник, да, который там влияет на процессы. А еще далеко ходить. Сколько военком получал до войны? Там, я думаю, тысяч тоже 20. Ну, пускай зрители напишут. Да, я думаю, не больше 30 тысяч, даже меньше. Уверен, где-то около 20 тысяч. За 20 тысяч гривен в месяц военком может себе позволить 2 Гелендвагена по 250 тысяч евро за штуку и несколько вилл в Испании? Конечно же, не может. Поэтому эти персонажи заинтересованы в войне. Они будут делать все для того, чтобы война не заканчивалась, и усиливать любые мобилизационные процессы. Они будут готовы идти на нарушение любых базовых и небазовых прав человека. Они будут выполнять и перевыполнять план, потому что они понимают, что при мирном сосуществовании им бы никогда не выпала такая возможность так обогатиться. Умом не вышли, чтобы зарабатывать деньги, чтобы честным трудом, мозгами, да, чтобы строить какой-то бизнес, создавать рабочие места, зарабатывать эту добавочную стоимость. У них бы никогда такой возможности не было. Вы посмотрите, как изъясняется, к примеру, новый его главком вооруженных сил Дропат. И он реально предложение построить нормально не может. Вы думаете, это высокоинтеллектуальный человек? Нет. И вопрос даже не то, как он говорит. Иногда умные люди, да, не обладают красноречием. Это тоже есть такой нюанс. Ну, не всем дано там много и красиво говорить. Но умного человека и глупого человека можно отличить по тем мыслям, которые он высказывает. Вот вам Дропат и мысли, которые он озвучивает и оглашает. Это говорит не о большом уме. А если Дропаты — это главком вооруженных сил, представьте, какие полковники, какие генералы, какие майоры. Ну, опять-таки, я всех под одну гребенку не беру. Конечно же, есть и умные ребята. Нет, Но смотрите, тем не менее, то, это что все, да, то, что все мельчает, я с вами согласен. Тут вот военком, слушайте, но тут даже как-то стыдно становится. 5-й год война. И, допустим, да, будем с вами отталкиваться от, как это, уважения к подвигу украинского солдата, к его образу великого защитника. Ну, то есть
такой военное время, военная пропаганда, вот такой образ у нас сложился, да, там доверие армии. Вот. Отталкиваемся от этой точки и смотрим на события в той же Одесской области. Не тех 83 человека, бедолах, которые... У меня реакция была на эту новость. Я прям обрадовался. Слушайте, да слава богу, пускай там вот это строят этот Но бассейн. умирать не будут. Ну Да. так, ну и хорошо, понимаете, и нормально, 83 человека. Сейчас же они запустили 100, ТЦК проверяет ГБР. Честный призыв, операция, представляете? Везде проверки, там чего-то где-то. Все мельчает и интеллектуально, и внимание ресурсно мельчает. Почему? Потому что тут приняли в Одесской области товарища военкома, который за 500 литров соляры за талоны на заправке, ну, там, решал по броне, там, кого куда. То есть, внимание, понятно, что остались еще какие-то вот эти женщины в халатиках, ну, такого бальзаковского возраста, которые там доллары им как-то накрывают из МСЭКов, ВЛК, вот этих врачей, да, которые выстилают долларами, там комнаты это находят у них. Есть такие. Они остаются и будут оставаться еще долго. Но они уже натурой берут. Соляркой, натурой. То есть не бабками, а натурой. Это такой очень первый колокол, да, по тому, что это все будет дальше хуже. Мы с вами понимаем, что маленького фермера погонят на фронт, большой будет зарабатывать, но большому где грузиться? Сегодня только российская сторона объявила о том, что 3 судна еще были поражены в Черном море. Те, которые так или иначе шли в Украину, из Украины. Вчерашняя новость у Гончаренко на комиссии, это тоже, конечно, нечто. Для полтавского ГОКа везли груз, и все, судно потерялось и себе дрейфует в сторону Крыма. Понимаете, что-то произошло, видимо, какой-то удар, все там отключилось, и, в общем, дрейфует. Ну, понимаете, то есть мы приходим объективно к вот этому, к вот этой истории. Однако, как ее решить? Ну, я имею в виду с блокадой Черного моря. Мы видели там на выходных Токаева, который в лицо Путину говорит, надо заканчивать вот это все. И это понесли. Понесли как там сторонники войны, как противники войны, что вот кто-то критикует Токаева, кто-то там радуется, кто-то говорит, как он на место поставил. Ну и что? Все нормально, пошла отгрузка дальше. Сегодня приходят новости о том, что опять КТК не работает, потому что атаковали порт Новороссийск. Соответственно, мы видим, что не работает или перестает работать система договорняка, ну, то есть договорной войны, что вот тут мы стреляем, а тут мы рыбу заворачиваем. И это такой очень серьезный сигнал. Вроде как договорились, потому что КТК это не просто казахи, это казахи с американцами, с британцами. Это нефть для Европы, для европейских НПЗ, это удар по стоимости горючего в Украине в той же, которая получает из европейских НПЗ эту солярку и бензин. Получается, что где-то что-то сломалось. На политическом уровне вы понимаете, что? Давайте я с первого вопроса отвечу насчет соляры, которую военком продает, да, и вы говорите, что вот к натуре перешли, а мы действительно скоро перейдем к натуральному обмену. Вот. Посмотрите, как деградирует система. Вот объективно, когда-то мы жили при социализме, да? Вот социализм — это с точки зрения развития системы, ну, почти практически высшая черта. Дальше только коммунизм, да, всеобщее благо и прочее. Вот. Жили при социализме. Социализм с точки зрения политической мысли, он всегда идет после капитализма. То есть сначала идет первобытное общество, потом рабовладельческий строй, потом феодальное общество, потом капитализм, и потом уже социализм как высшая форма, да, организации общественной взаимодеятельности. В данном случае у нас был социализм, мы перешли к дикому капитализму. К другому перейти не могли, потому что очень кушать всем хотелось и непомерными темпами. Пожили несколько лет
при диком капитализме, да, первичное накопление капитала, появились у нас олигархи. Они поделили страну, как дети лейтенанта Шмидта. Вот. И начали мы жить практически при феодализме. Да. От феодализма пришел Зеленский, вот, который сказал, что даст бой старой системе. Вместо того, чтобы от феодализма привести к капитализму, да, к некой великой буржуазной революции, как он там праздновал Бастилию и прочее, он привел нас к рабовладельческой системе. То есть, по сути, сейчас, да, Украина находится в неком плане именно пребывает в этой форме общественной взаимодеятельности. То есть, по сути, люди не имеют права выезжать за границу, ты не можешь пожаловаться ни адвокатам, никому, ни полиции, на твоей стороне никого нет. То есть, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. А тебя, если выйдешь за хлебом, могут поймать в наручники, избить и просто как скот отправить куда надо. Причем не всегда на фронт. В данном случае могут на стройку отправить. Чем это не рабская система? Рабская. Вот. А дальше что, если мы по этой цепочке идем? А дальше первобытное общество. Я тебе соляру, ты мне яблоки, да? Ну, кто чем богат, тем и рад, собственно говоря. Будет просто бартерный обмен. Ну, я утрирую это все, но то, что деградирует вообще государственная система, это факт налицо. Я думаю, с этим тяжело спорить. Что касается Одессы и экспортного потенциала Украины. Через одесские порты проходит эта самая большая линия экспорта из Украины, экспорта и импорта. То есть через сухопутные коридоры такое количество продукции просто физически не может пройти. То есть столько составов нет, столько железной дороги нет, столько переправ нет. То есть по сути как бы это главное горлышко экспорта. Русские, да, они усиливают удары. Путин об этом говорил. То есть он говорил о том, что будет усиливать удары по портовой инфраструктуре в Одесской области. Он прямо об этом сказал. Просто на это опять мало кто обратил внимание. Ну, сказал себе там Путин, что это агрессор вообще, там что-то говорит, что его слушать. Вот. Ну, что там, он и так бил, да. Но он об этом сказал. Они это дальше делают. Если кто-то считает, что ударами по Валберис, Озону, там, да, ну, пока еще по Озону вроде не было, да, но все равно этот Штиллерман, это новый герой нашего времени, да, который анонсирует какие-то серьезные удары. Если они думают, что таким образом смогут пошатнуть там позиции Путина или еще кого-то, и на выборах люди проголосуют за другую, а за какую другую партию? Вот у меня вопрос возникает, я когда слушаю наших коллег, которые работают там на офис президента, да, Украины, они заявляют, вот сейчас на выборах россияне там покажут, и они за кого они должны проголосовать. То есть, по сути, если не Единая Россия, то там КПРФ, Новые люди, там, да, ЛДПР и прочее. Это разновидности одной и той же партии. По сути, одной и той же политической линии. Разницы никакой нет. Просто кому-то нравится это, да, такой окрас, кому-то больше такой нравится. Вот все люди между собой определяются. Но все эти партии, они подвержены одной генеральной линии. Поэтому на какую раскачку ситуации, какие там рейтинги, на что это может повлиять, я как политолог вообще не вижу возможности, да, как-то вызвать какой-то негатив именно на выборах. Да. Я, наоборот, вижу, что может радикализироваться настроение внутри российском обществе и будут призывы к более радикальным действиям. И, судя по всему, такие призывы есть, и срезы общественные тоже делаются. Именно по этой причине Путин выступает и делает там определенного характера заявления. Ну вот, мне там постоянно говорят, что нужно действовать по-другому, да, он как там с депутатами общался, или перед депутатами он выступал, не помню, где это было, в общем, в новостях можно найти. Ну, Вот. там есть там фраза, которую понесли, что «а как вот закончится СВО, как мы жить будем?» Все увлеклись. Ну, Шутку в да. полушутку, но на Знаете, самом деле не смешно. А что он еще сказал в этом? Он сказал, что ну тогда же вы должны понимать, вот вы требуете, да, там усиления боевых действий, но вы же должны понимать, что тогда система немножко ну, то есть подготовка, ведется определенная подготовка. То есть есть как бы запрос общества, должна быть реакция. И он постепенно объясняет, ну вы же поймите, если мы перейдем на такие рельсы, значит необходимо тогда в экономическом секторе видоизменения вести, в социальном, в правовом и в других. То есть по сути создается некий спрос. И Зеленский этот спрос подогревает. Вот что самое интересное. Спрос на радикализацию, на ужесточение, на усиление.
И я не знаю, понимает он это или нет, но он играет на руку Путину сейчас. Реально играет на руку. И все вот эти заявления, что будут нанесены удары вглубь России, там нефть и прочее, вы правильно подметили, что это формирует стоимость энергоресурсов в первую очередь в Европе, а Украина что? Является покупателем углеводорода в Европе, еще и подвязана под европейские рыночные цены. Спасибо Арсению Петровичу и еже с ними персонажам, которые говорили, что это good, что надо стоимость такую, как в Европе, формировать, потому что це по-европейски. Вот вам по-европейски. И вот следите за руками. Значит, удары по Ближнему Востоку, да, например, там Ормузский пролив, который постоянно перекрывается. Заявление о том, что Баб-эль-Мандебский пролив тоже могут перекрыть, да. Вот эти качели с Ираном, которые постоянно происходят. Стоимость нефти растет. Дальше удары по российским НПЗ. Вот к чему они приводят, что Россия просто блокирует экспорт, к примеру, того же дизельного топлива. Стоимость дизельного топлива на международном рынке возрастает во много раз, вот, а Украина не является производителем, Украина является покупателем. И с одной стороны, когда Зеленский аплодирует, как прикольно мы по агрессору вдарили, да, то с другой стороны это бьет по карману именно Украины. А дизельное топливо это ж не просто там гражданский сектор, это военный сектор в первую очередь. Потому что не на бензине вся эта техника движется, это чисто все на дизеле. Вот чем такие, вот нюансы какие. И тут палка в двух концах, по сути. С одной стороны, он вроде там какие-то победные заявления делает и всему миру показывает, что он может сделать, а с другой стороны, он и по себе автоматически наносит этот удар. Или же посмотрите, ну, опять-таки, он берет пример с европейцев. Европейцы в этом смысле преуспели полностью. Вот европейцы покупают у Российской Федерации СПГ, сжиженный природный газ. Покупают напрямую, покупают у того же Ямала и прочее. Покупают рекордное количество. Являются самыми большими потребителями этого продукта, который производит в данном случае Ямал, производство на Ямале. Вот. И европейцы параллельно с этим запретили себе покупать трубопроводный российский газ, потому что в нем нет молекул свободы. И он, кстати, на 40 или 50% дешевле, чем СПГ. То есть дорогой покупать будем, гробить свою промышленность будем, создавать условия, при котором внутренний производитель просто не будет конкурентоспособным, будет вылетать из международной конкурентной гонки. А я хочу напомнить, что об этом вообще почему-то забывают говорить. Вы посмотрите, что сейчас китайцы делают. То есть они производят новый двигатель, да, там с термоядерным процессом. Сейчас шестой технологический уклад ведется. Всегда, когда страны в любом технологическом укладе во время технологической революции выпадали из гонки, не занимали нишу, потом они становились странами третьего мира. Вспомните, что было с Испанией, когда галеоны золота они вывозили, и в отличие от британцев, они решили, да нафига нам что-то делать. Я утрирую, упрощаю задачу, да. То есть у нас же есть золото, у нас есть ресурсы, мы это все с колоний тянем. А британцы в этот момент, помимо того, что грабили также, да, но вкладывали, например, там в промышленную революцию, к примеру. И где потом оказывались эти страны, кто становился мировой империей, а кто угасающий, тоже понятно. Такая же сейчас история с Европой. Шестой технологический уклад начался в 2018 году. Заметьте, вы слышали что-то про искусственный интеллект, который разрабатывают европейцы, про Мы автоматизацию, мы слышали роботизацию? только Ничего нет. об ограничениях слышали. Да. В соцсети с 15 лет, это ж там вот это вот оттуда пошло. Мы слышали о том, что разные ресурсы. Даже последняя новость была о том, что чат GPT, ну, искусственный интеллект, тоже будет, ну, давайте так, назовем это словом контролироваться, ну, ограничиваться, да, то есть Он и его... так контролируется, ограничивается, да. Ну, Нет, а тут именно европейскими нормами. Сейчас в Австрии опять, в общем-то, проблемы с Телеграмом, будут там судить. Да. То есть мы видим, что Европа, наоборот, это, ну, как бы вообще, Дуров неудобен всем. и в Москве, и в Вене, понимаете? То есть Он может всех объединить. в то время, пока китайцы разрабатывают свое, и сейчас, вот вы так, кстати, так, ну, намекнули по поводу там, ну, вот этой установки термоядерной, там, да, там же в чем задача? Глобальная для человечества. Это уже давно такая история их уходит, уже как проект, давно существует. Многие могли почитать, что
источник энергии, ну, условно, как там пальчиковая батарейка или там кругленькая батарейка, которая будет работать десятилетиями. Ну, вот такой источник энергии. То есть вот какая цель. Но опять-таки это побочная цель. Главная цель в другом. И искусственный интеллект у них свой. И сейчас все так задают вопросы странные. Вот смотрите, Палантир, искусственный интеллект для войны, Зеленский тестирует его, договаривается на территории Украины. А что в военном плане с искусственным интеллектом китайским? Потому что китайский, например, DeepSeek, там по некоторым позициям коммерческие клоды и чаты GPT и палантиры он как бы превосходит по мощностям. Ну, а в военной сфере мы ничего не видим там каких-то, да, таких моментов. То есть, судя по всему, ответ будет вот в этой технологической плоскости ошеломительный и резко, и сразу. Почему? По одной простой причине. Чипы уже не нужны. Вопрос Тайваня снимается как дурацкий. Все, Китай переориентировал свое производство чипов, и Тайвань теперь, ну, разбитого корыта. Нет, понятно, что это еще год, два, пять будет продолжаться, но на перспективу стратегическую все. Тайвань не нужен, и уже там остроты никакой нет, и не надо деньги тратить, защищать его. Трамп часть... Почти не можно, да. Да, Трамп часть перевез производство чипов к себе, китайцы сами научились, все. То есть потерялась, ну вот произошла вот такая Испания тех лет, да, Да? с Тайванем. У меня Да. очень важный вопрос, политический, внутриукраинский, ввиду вот этих инноваций и вот этого всего происходящего. Тут за обстрелом, за визитом Зеленского в США, за вот этими всеми там трагедиями, безусловно, войны, как-то затерялось интервью Федорова «Украинской правде». А он выходит и говорит страшные вещи. Первое. Зеленский врет, что у него не было коммуникаций, контактов с Сырским, прошлым главкомом. Были и совещания, была работа, все это было. Они без меня не садятся, это ложь. Об этом сказал Федоров. А второе, самое главное, принципиальное, он в Минобороне как бы перешел дорогу некоторым людям, которые были вокруг закупок, денег, вооружения, поставок и всего прочего. Поэтому, собственно, его и уволили. Эти заявления, по идее, должны сейчас поднять еще больше градус вот этих картонок и протестов по городам. Они должны еще больше, скажем так, народного гнева и еще выше флаг с Федоровым изображение поднять вверх и, конечно же, ударить по Зеленскому. Но что-то так смотришь на разведпризнаки этого, кажется, что этого не произойдет. А вы как думаете? Ну, насчет Федорова, да, мы с вами еще в самом начале говорили, что вопрос там кроется исключительно в потоках, в освоении денег и то, что они не смогли поделить, потому что есть и фаерпоинты, вот интересы Зеленского, есть интересы западных инвесторов, именно частных, которые работают через европейские структуры, которые выделяют эти деньги. Собственно говоря, в этом-то вся основная загвоздка была. Двум хозяевам служить нельзя, да, но в Украине почему-то очень часто пытаются именно этим заниматься. В итоге получается, что где-то ты становишься плохим врагом и против тебя начинают воевать, потому что в любой момент, ну, приходит момент, когда один пересиливает другого. То есть, по сути, та же история сейчас произошла и с Федоровым, и то, что мы видим, это дальнейшая раскачка Зеленского, эту линию, которую они выбрали. Сырский, это был человек Зеленского, ближайший человек, который никогда ему ни в чем не противоречил и действовал исключительно как хотел Зеленский. То есть это очень удобный был руководитель, вот, который и обладал определенными знаниями вот, в военном деле, и не обладал никакой субъектностью, то есть был полностью подконтрольный. Та история, которая произошла, это не конфликт с Сырским, это конфликт с Зеленским в первую очередь, потому что Сырский – это Зеленский. Я хочу, чтобы все понимали, пытаются, знаете, так, царь хороший, бояре плохие, то есть отвести от Зеленского удар, ну, это же Зеленский там изначально, как говорю, это все Сырский, это там его генералы, он там такой плохой, а вот Зеленский об этом не знал, и как некоторые персонажи говорят, что Зеленский не в курсе о
о том, что творят ТЦК, да, все он в курсе. То есть Сырский– это Зеленский. Вот что они не поделили. Но мне другое интересно. Такие с Федорова начинают рисовать такого отечественного Илона Маска. Это так смешно выглядит. Вот максимально смешно, потому что человек, ну, мягко говоря, не дотягивает, да, и не до Илона Маска, не до Цукерберга, не до Павла Дурова даже, да, которого вы неоднократно упоминали. По сути, к нему можно по-разному относиться, но это человек, бизнесмен, ну, вот такой российский, да, в прошлом российский, сейчас уже международный некий Цукерберг. То есть, по сути, это вот такой человек, который умеет создать продукт высочайшего уровня, за которым гоняются разведки всего мира. Вы вспомните, год назад там французы его паковали, он даже в тюрьме там посидел, да. Теперь дело дошло до того, что уже российские спецслужбы тоже его начинают паковать, ну, как паковать, не паковать, да, а оглашать его в розыск и прочее. То есть это говорит, что он обладает очень серьезным влиянием, иначе бы на него просто не обращали внимание. Но это я говорю очевидные вещи. Я еще хочу несколько слов сказать насчет Украины, да, этого технологического прогресса, о котором мы с вами заговорили. То, что китайцы сделали, этому зря очень мало внимания уделяется. Я всем рекомендую почитать. То есть это промышленная революция внутри промышленной революции. То есть это, по сути, производство нового двигателя. Да, это когда-то был двигатель паровой, потом революция внутреннего сгорания, потом у нас появился двигатель, который там на электрике работает, да, а теперь вот китайцы дошли до такого уровня. То есть, по сути, мы видим, что мир не стоит на месте. Я, когда к Мураеву ездил в Пекин, я удивился, мы реально живем, Европа там, да, ну в данном случае на Кавказе, да, но мы живем в разные эпохи. То есть Китай, он живет на 100 лет вперед, это факт. Это факт. И то, что европейцы потеряли эти вещи, вот, потеряли возможности, хотя у них были такие условия, что ни у одного Китая не было таких условий, чтобы быть первыми, да, в этом технологическом прогрессе. Если бы они в угоду идеологии, в угоду каких-то своих неолиберальных пожеланий не угробили свое будущее. То есть, а дальше они будут на задворках истории. И здесь вопрос возникает именно к украинскому обществу, к нашим согражданам. Ребята, вы точно туда хотите? Вы точно считаете, что это перспективно? То, что было перспективно 20 лет назад, не перспективно сегодня. Вспомните, какие ассоциации у вас были, когда вы слышали слово «Китай» 20 лет назад. Made in China, да? То есть китайская подделка, что-то не совсем качественное, что-то плохое, пластиковое, пластмассовое. И сейчас посмотрите, что такое Китай. Европейский автопром, он просто пищит и плачет от того, что делают китайцы. И вот там, кстати, самое интересное, да, они занимаются помощью развития внутреннего бизнеса. Следующим образом, да, они компенсируют демпинг на международном рынке с государственного бюджета для внутреннего производителя. Проще говоря, для того, чтобы китайская машина стоила в 5 раз меньше Мерседеса, такого же класса машина, опять-таки я не говорю там про какой-то черри, а такого же класса, китайское государство доплачивает производителю, говорит, ты цену снизь, мы тебе покроем эти убытки, да, недополученную прибыль, но ты выиграешь рынок. И таким образом они захватывают это все. Вот где грамотная государственная политика. Вот, а по сути, да, то, что мы видим сейчас в Украине, все эти Федоровы, картонки, это мышиная возня. То есть мы на обочине истории возимся за то, кто у кого тапки украл. Ну, чтобы по-другому не сказать на букву «С», понимаете, чем заняты. То есть, по сути, мы на обочине истории. И мы стремимся вообще прыгнуть с этого обрыва вместе с европейцами. А европейцы завязали себе глаза, бьют в грудь и летят просто уже в эту пропасть. А дальше 60 лет развития. После этого, я вам говорю, Европа будет по сравнению с другим миром, да, средневековыми государствами, с очень красивой инфраструктурой, архитектурой, простите, не инфраструктурой, если ее не разрушат. Вот эти люди, которые постепенно будут походить на людей из третьего мира, как они раньше удивлялись, ой, там какие-то варвары, а у нас здесь цветущий сад у Борелей. Ни черта подобного, ребят, не будет уже никакого цветущего сада. Вы теряете эту возможность. Вы теряете, вы не занимаетесь тем, чем надо. И Украина, к огромному сожалению, мы еще с вами говорили
до войны неоднократно в наших с вами разговорах, в эфирах мы эту тему поднимали, что вообще не туда смотрим, не тем заняты, что технологический прогресс это не что-то мифическое, да, из каких-то книжек, вот там Кондратьева или еще, это не заумные вещи, это наша реальность. И вот сегодня у нас реальность, когда китайцы производят гуманоидных роботов, и эти гуманоидные роботы уже умеют бегать с автоматами, прыгать и стрелять. То есть, по сути, да, это некий терминатор, который может воевать вместо человека. Хотя у китайцев мобилизационного ресурса, ну, я думаю, никто со мной не будет спорить, что вполне чем достаточно. И Тесла тоже американская производит этих роботов гуманоидных. Вот они их уже продают по 5 или по 6 тысяч долларов. Да, он пока нифига не умеет по сравнению с китайскими, но скоро он будет и убирать, и пылесосить, и гладить, и еду готовить, и ребенка в садик водить. То есть вот будущее. А у нас с картонками кто не скачет, то ему скаль. Кто не скачет, Не, то ему скаль. кто не скачет, тот поляк, Александр. Ну да, это уже не модно про москаля. Слышали этот Да, это крючок? уже новая тема, да. Туск выходит и говорит, что если бы ракета летела дальше, мы бы ее сбили. В общем, мы там очень напряглись, наше ПВО напряглось. Короче, они вместе с Косыняком Камышом, ну, это министр обороны, собрались, давали брифинг по итогам заседания. В общем, все так обеспокоены о том, что в поле прилетела ракета. Сибига утверждает, что это Х-101, но, в общем, она там залетела на 6 минут в пространство. Короче, то есть видимо, сбилась с курса или что-то повлияло на эту ракету, и воронка в поле. Польские СМИ — это, конечно, событие большое для Польши и так далее. Но тут же, понимаете, какой опять-таки злой рок. Возвращаясь из Америки, Зеленский вчера к Туску заехал. Да? Опять, я не могу понять. Вот я не... Как это? Иннокентий Смоктуновский, да, там, я не узнаю вас в гриме. Зеленский. А руку жал, там выборы скоро будут. Нет, смотрите, Зеленский все свои вот эти, ну он умеет в пиар, ну давайте, ну будем признавать. А тут что с Трампом не было никакого пиара. Так, фоточки показали после встречи, где там миловидненько все бродили. На этих похоронах там что-то он перетер с Нетаньяху, какой-то странный разговор, все по выражениям лиц это все считали. То есть не было вот такого освещения. Фактически я делаю вывод, лично я, исходя из опыта, как работает пиар-служба, протоколы там и так далее, что там что-то было такое, чего знать нельзя было. Ну, то есть потом он приезжает в Польшу. Ровно та же история. Он с ними о чем-то говорит, с Туском. Они его встретили, где-то издалека там сняли, пофотографировали. Ни пресс-конференции, никаких моментов. А есть же о чем говорить. Последние месяцы украинцы в Польше подвергаются... Ну, опять-таки, тут надо тоже... Мне вот интересно ваше мнение. Вот эта бытовая история противостояний, вот о чем это свидетельствует? Это усталость от войны. Это, такие исторические боли, или это просто надутая деланная история, обычные бытовые конфликты выдаются за, скажем, да, за вот такое национальное, то есть это внутриполитическая, именно польская история, или правда украинцы всех задолбали. Короче, тут, понимаете, тут много, и в этот момент приезжает Зеленский, и даже, вышел бы просто к прессе, сказал, что там украинцы в Польше, у нас же как из пулемета сейчас каждый день, то подростка, то женщину там обидели, то подрались, то еще что-то, то есть то в трамвае, то каждый день. Такое ощущение, что какая-то подготовка к чему-то, знаете, такому эдакому. И тут Зеленский молча приезжает в Польшу, и на следующий день прилетает российская ракета еще, знаете, как вот это. Я в этом вижу, в этой цепочке исключительно подготовку к какому-то следующему шагу. Вопрос к какому и куда он будет направлен. Это то, что сейчас происходит в Польше, это можно охарактеризовать как национальная нетерпимость.
Вот. По-другому это не назовешь. Ну, я сразу хочу сказать, что я с глубочайшим уважением отношусь ко всем нациям, да, причем неважно, никогда не разделяю. Считаю, что нет плохих наций, национальностей, есть просто люди нехорошие, да, вот, и они нехорошие не из-за того, что они принадлежат какой-то национальности, либо к религии, либо к государству, а они просто плохо воспитаны, да, у них нет моральных ориентиров. Но то, что сейчас между украинским народом и польским разгорается, это именно национальная нетерпимость, которая подогрета в первую очередь. Ну, понятно, есть исторические основания, да, некая конфликтная страница в истории, за которую нужно было давно посыпать голову пеплом. В данном случае я говорю про Волынскую резню, вот, и про УПА, да, и прочие действия, которые были на территории Западной Украины, а тем более там на территории Польши, когда сторонники Степана Бандеры всякие там террористические акты делали на территории Польши, и там погибали даже люди, за что он и сидел, собственно говоря, в польской тюрьме и был освобожден тогда, когда немцы туда зашли. Вот. Но суть-то же не в этом. Суть в том, что это страшная трагедия и черная страница в нашей истории. Какие мельниковцы, как и его Багазий, да, или как этот глава Киева, оккупационный глава Киева во время немцев, при котором Бабий Яр был, да, и прочие бесчинства и огромные трагические события в нашей истории. Вот. И сейчас же, да, в Украине после 14, ну и до 2014 года эта история была. При Ющенко Бандере давали звание Героя Украины. Потом, слава богу, отменили это звание, причем отменили исключительно по юридической части, а не по идеологической, потому что он не был героем Украины. Ну, как отменили, так отменили. После 2014 года это стало ядром у украинской идеологии, да, которую начали не просто исповедовать внутри страны, да, навязывать, опять не то, что исповедовать, навязывать внутри страны, но и кичиться на международной арене. И создавать некие конфликтные основания для общения народов и государств между собой. Поляки никогда не примут Бандеру, вот, Шухевича и прочих пособников, да, Рейха как национальных героев и как тех исторических персон, с которыми можно как-то смириться. Ну, невозможно смириться. Но никогда никто не смирится, например, с Гитлером. Да? Почему, например, с дивизиями Waffen-СС можно смириться? Нельзя смириться. Это больно. Особенно больно для тех Почему людей, нельзя которые смириться? Ну, пострадали. подождите. Ну, вы как бы как-то вы отстаете от жизни, Александр. Приехала Лора, Ирана. да, сфотографировалась с писюном, как Грэм, а потом пошла Это, в народ. это, это очень плохо. А потом пошла в народ. А народ это кто? Хмара, исполняющий обязанности Минобороны, который сказал, что ему детям 9-11 лет, сыновьям, и он хочет, чтобы до их призывного возраста война закончилась, чтобы они не воевали, а строили. Кто там? Белецкий. Белецкий, слушайте. И она выходит и говорит, слушайте, нет нацизма. Я еврейка с вот этим белым вождем полдня провела, и никто меня не это самое. То есть нет нацизма в Украине. Логика сумасшедшая просто, такая вот Железно. американская. Понимаете? Железно. То есть, ну как, нет ничего этого. Она даже у Зеленского прямо спросила, а где? Он говорит, нет, мы не нацисты. Ну, то есть все, понимаете? Поэтому как бы, а Гитлер, всякие там изображения, всякие там символики, ну это как, это дань моде. Поэтому сильно как-то, модно, молодежно. К сожалению, да. Но что касается, сейчас к ней тоже перейдем, потому что там тема такая отдельного разговора. Вот что касается поляков. Вот эта вся предыстория, которая есть, плюс действия власти украинской, да, на разжигание этой межнациональной ненависти, конечно же, не оправдывает те действия, которые они производят по отношению к нашим гражданам. Не оправдывает. На уровне, потому что польская власть, она также спекулирует на этих моментах, вот, она также зарабатывает все политические баллы. Они видят, что 75% польского населения крайне негативно относятся к Зеленскому, а, соответственно, и к украинскому вопросу. Ранее они готовы были это терпеть, потому что к российскому вопросу они относились еще хуже. Но всему есть свой период терпения, терпимости, да, которая и грань, после которой терпимость переходит в нетерпимость. И то, что происходит по отношению к украинским женщинам, происходит по отношению к парам, да, к детям, вот вы упомянули в автобусе, к блогерам,
блогером, которого в прямом эфире в ухо ему зарядили, когда он шел там стримил, вот, потому что говорил там на украинском или не на украинском языке. Конечно, любой бытовой конфликт, его нельзя обобщать, его необходимо препарировать и разбирать по частям. С чего он начался, кто был неправ, кто кому что сказал, да, какие люди в этом участвовали. То есть только тогда можно детально разобраться. И нельзя говорить, что все конфликты исключительно из-за того, что украинскую речь услышали, да, либо там увидели паспорт украинца. Конечно, нет. Бывают и бытовые конфликты, и поляки между собой дерутся, и украинцы дерутся, да и любые представители любых национальностей. Но то, что это все подогревается, и Зеленский не то, что не делает ничего для того, чтобы этого не было, он, наоборот, подливает масло в огонь, чтобы было еще больше, еще хуже. Это железобетонный факт. По сути, он играет на руку и польской власти, дает ей возможность набрать больше электоральных голосов, да, и потом заблокировать любые инициативы Украины в Европейском Союзе. Возможно, это некая договоренность, ему сказали британцы этим заниматься. Ну, не надо, Володь, вступать в Европейский Союз. Напрямую тебе никто не откажет. Ну, должны быть какие-то Орбаны, либо Навродские, которые будут против из-за каких-то исторических, да, проблем, которые вы не можете решить, потому что это ваша идентичность. Хотя с какого рожна эта идентичность Зеленского, да, Бандера и Шухевич? Ну, мягко говоря, это выглядит нелепо. Касательно этой блогерши, ну, бабки творят чудеса. Честно говоря, да, ну, особенно я вспоминаю фильм «Брат 2», вот и это знаменитое высказывание, там, где они сидели где-то на набережной в Штатах, и он говорит, что такое Хавайю? Она говорит, как дела? А чё не, говорит, все спрашивают, им что, интересно, как у меня дела? Говорит, да нет, им, говорит, неинтересно. Говорит, здесь вообще всем все равно, кроме денег. В данном случае этой женщине тоже все равно, кроме денег. Когда было мейнстримно критиковать Зеленского, она это делала, набирала подписчиков, подмазывалась под линию Такера Карлсона, да, вот, и пыталась становиться неким подобием, да, Такера женского обличия. Но потом, опять-таки, я не обладаю, конечно, такой информацией, но я по-другому не понимаю, почему человек вот так вот мнение поменял. Ну, значит, бабла занесли, она приехала, начала пиарить. Почему с ней встречаются именно такие выдатные украинцы, да, вот она просто приехала в Киев, какая-то блогерша, и сразу Зеленский, исполняющий обязанности министра обороны, сам генералиссимус всех войск Белецкий, да, и еже с ними. То есть все с ней встретились, она посмотрела и сказала, блин, так это ж классные ребята. Я была одурачена российской пропагандой. На самом деле в Киеве все в порядке, никого не ловят, не бьют, и вообще права человека не нарушаются. Но подумаешь, выборов там нет. Так кому они нафиг нужны, когда такие красавцы руководят страной? Вы что, лучше найдете? Нет, конечно. Поэтому не надо там вопли какие-то кричать. Живите, радуйтесь, у вас лучшие правители в мире. Браво! После этого уедет, я думаю, приехала с одним чемоданом, уедет с двумя. Так откуда бабки? Ну вот У Зеленского? смотрите, нет, на эту тему. Так аж копейки. Сущие причем. Нет, ну, Александр, я понимаю там, но давайте тоже будем объективны. Мы видим, как уровень снижается. Я еще раз, это очень серьезный разведпризнак, когда за талоны на бензин решают вопрос по броне на заправках с военкомами где-то в Одесской области. Это очень серьезный вопрос. Народ нищает. Сейчас вот показывают там, вот, украинцы затариваются соляркой. Понятно, они затариваются, пока они там по 88 гривен за литр. Это солярка. Они не только потому, что... Они просто понимают, во-первых, сначала этого может не быть, дефицит, потом это будет стоить сумасшедших денег, они просто не смогут купить. Лучше сейчас как бы немножко подтянуть пояса и какой-то запас себе сделать. Тут же играет роль не только обострение войны, какая-то там запасливость, а играет роль, ну, конкретный расчет. Люди, вот когда касается своего бюджета семейного, когда касается своих родных людей, когда касается своих людей, украинцы как-то отметают и эту всю там пропаганду кордона 91-го року, сейчас полетит по Москве, сейчас там вот гори, Вайлдберрис, гори, вот эти все там моменты, чтоб вам русня проклята, это все далеко засовываются, поглубже. Тут решаются вот эти вопросы, понимаете? И на самом деле, ну,
елки-палки, вводить налог на то, что ты там с Алиэкспресс чего-то привезешь, перепродашь, тут какую-то копейку заработаешь, и говорить, что это ты там производителя отечественного поддерживаешь. Это что у нас производится? У нас какая-то техника производится какая-то. Ну, что? Что они заказывают? Ну, какой-то там мелочь, какие-то там, может быть, 3D-принтеры, какие-то, может... У нас это производится? Какие-то, может, какие-то штуки, то есть, да, там... У нас даже медали воинам, которые вручает Зеленский, заказываются на Алиэкспресс. Они там стоят по 100 с чем-то гривен за штуку. Ну, конкретно. Там можно найти, у меня подписчики, этим был период, очень много мне сбрасывали вот это за мужество, за мужность, вот эти все медали, то есть конкретно цена медали. И мы вводим налоги. Вместо того, чтобы этих блогеров кормить, американских, перед визитом, которые ни о чем или о чем-то, но мы не знаем о чем, то есть которые даже пиар-сопровождение не смогли организовать нормальное, потому что, видимо, что-то есть, Уитков Кушнер приедет, вот эта вся история, там, мы договорились договариваться, то есть, видимо, что-то было сказано такое, чего знать еще публично нельзя, поэтому заткнулись все, понимаете, о чем они там говорили, так мило беседуя. А мы даем деньги этим блогершам, вместо того, чтобы украинцев поддержать, каким-то образом заплатить за что-то, какую-то там дать помощь тем, у кого дом разрушен сегодня, или там погорельцам каким-то, понимаете? Или хотя бы построить бомбоубежище. Вы же помните вот эту вот зиму прошлую, когда выходит Бахматов, он там, кстати, так поругался нехорошо недавно в Киеве, зашел в элитный магазин часов, секунда, а там его поймал кто-то, ну, видимо, доброжелатель, который за ним следит, и давай ему там. А тут ему как-то грубо ответил, а тут, короче, перепалка на телефоне, а он что зашел? Ну, там дорогущие часы по $1000, да, они стоят, и он там что-то себе присматривал, а тут его... Помните этого Бахматова? Он говорит, на Троещине нужны там эти туалеты сельские, да? И котячьи лотки, да. Да, и вот это продвигалось тогда. Так елки-палки, 5-й год войны. Так а что, это так тяжело поставить несколько бетонных плит, там, плюс-минус это облагородить, подкопать в землю в каждом дворе, чтобы люди, выходя, не бежали там в станцию метро 56 тысяч, а их там не пускают или куда-нибудь там еще, а чтобы, ну, какие-то там локальные сделать, чтобы если попадание какое-то, чтобы уберечь этих людей, чтобы не было... То есть на это дайте денег, на вот эти укрытия дайте денег, на то, чтобы защитить, а не вот этой лорке, чтобы она бегала со всеми, типа, интервью брала и фотографировалась на заводах. А, Вот они часто говорят, что они там хотели, как в Израиле, да, Украина должна быть как Израиль и прочее. Ну, можно посмотреть на Израиль, можно посмотреть на арабские государства этого региона, которые пребывают, ну, часто пребывают в боевых действиях, да, то есть такие тлеющие конфликты. Во всех этих странах, неважно, это Израиль, это арабские страны, там по улицам расставлены бомбоубежища. Вот такие, да, коробки, вот бетонные, монолитные, в которых человек может спрятаться, чтобы непонятно куда под машину не лезть, да, и где-то за дерево не становиться. Не знает об этом Зеленский? У меня вопрос такой, да, это общемировая практика. Просто государства, которые долго воюют, они это устанавливают. Знает. Кличко никогда этого не видел. Да видел. Зеленский ж вот недавно вообще в турне по Ближнему Востоку делал, в Сирию заезжал даже. Там это все есть. В Сирии есть такие вещи. В Сирии есть. То есть, что далеко-то ходить? Вот в Украине не, ручки не дошли. Знаете, когда мы говорим про Зеленского, я хочу, чтобы люди осознали тот факт, что это очень богатый человек. То есть это не просто тот Зеленский, который раньше в квартале выступал на каких-то переодетых там, да, образах и пел песни. Вот. И это не тот человек, который когда-то выступал на каких-то корпоративах. Сейчас у этого человека столько денег, что на корпоративах у него выступают или могут выступать те, у которых он когда-то выступал, да, вплоть до украинских отечественных олигархов. Они, зная его финансовые возможности, могут перед ним плясать. И, судя по всему, пляшут.
И Клички, и все остальные могут это делать, потому что это мультимиллиардер, богатейший человек. Вот он, кстати, ведет себя уже так, вот, под стать этому статусу. То есть он, по сути, посмотрите, как он вальяжно со всеми общается. То есть как он там гримасы корчит, как он высокомерно себя ведет, да, как он смотрит на политиков там международного мирового уровня. Да плевать он на них всех хотел. Он считает себя ровней. И создали ему такие условия именно западные политики. Они его возвеличили. Они его выше себя поставили, когда ему все парламенты Запада, то есть мировые, аплодировали стоя. Когда он королю в трениках приезжал, королю Британии в трениках приезжал. Но раньше это себе никто представить не мог, а Зеленский может. То есть он себе может это позволить. И вот поэтому, когда мы говорим о том, откуда у Володи бабки, у него их столько, что какую-то блогершу, да, заказать, там $1 000 000 отвалить или 2, для него это, ну, как сходить в ресторан покушать. Вот реально просто на чай оставить в каком-то приличном ресторане. Для него это неощутимо. А создать видимость среди ее аудитории, причем в Соединенных Штатах Америки, что вы посмотрите, какой Зеленский красавчик, да, сделать так, чтобы блогер, который критиковал, осознал, что он был неправ, и он был одурачен, и теперь начал рассказать, какой Зеленский молодец. Это политтехнологический ход на ту аудиторию, которая считает, что Зеленский очень плохой человек, что Зеленский диктатор. Вот на Западе, который никогда не соприкоснулся с его деятельностью, которые смотрят за этим, как за фильмом определенным. А все остальное, да, то, что вы говорите, народ беднеет, налоги дополнительные вводятся, на Алиэкспресс, там, на пересылку, на продажи на маркетплейсах и прочее. Вот отсюда бабки и берутся. Параллельно с того, что народ просто выжимается, да, как губка, да, вот, и становится полностью сухим, также выжимается украинская экономика, также отжаты все бизнеса. Бизнесмены, которые были против этого, против них вели уголовные дела. Многие в бегах находятся, многих раскулачили. Другим сказали, что они пособники Кремля или вообще они там ходят под 111 статьей. Потому что их бизнес показался очень интересным людям, которые раньше тапками торговали, да, и которые раньше песни пели. Вот какая реальность Опять-таки, сейчас. вот вы И говорите, нравится это, не нравится, это то, с чем мы сейчас сосуществуем, вот вы понимаете? говорите бизнес. Полиция сообщила, что накрыла схему продажи на заправках, ну, короче, разбавленного ослиной мочой бензина. 250 тысяч литров. Ну, так называют такую сумму. Значит, продавали под маркой А95 и А95 евро. 18 обысков на территории Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской области. Конденсат газовый 25 тонн изъяли. 24 тонны разбавителя. То есть 50 миллионов гривен это все обошлось. Смотрите. Ну, это же еще один признак того, что все идет к упадку. Ну, это же, понимаете, это же, ну, это крах. Раз мы видим, и опять-таки, тут же тоже можно посмотреть по-разному. Понятно, что это нехорошие люди, преступники наживаются туда-сюда, но если в таких объемах и вот такая большая партия произвелась и поставлялась на заправки, Это уже бизнесмены, а не преступники. это уже бизнесмены, это уже рынок, спрос, это уже, ну, понятное дело, что. И это свидетельство, ну, скажем так, очень тяжелой истории. Это значит только одно, что уже прошлой там зимой, помните, генераторы ломались у всех, ты его не можешь починить, потому что там один мастер на всю там какую-то там непонятную округу, у которого тут дед какой-нибудь, которого нельзя мобилизовать. Во-вторых, что ломается, потому что непонятно что туда заливают, понимаете? Машины эти, которые там ты сейчас так не купишь, если ты, конечно, дроны не производишь и не заводишь какие-нибудь там Мацерати и Ламборджини. Но это же тоже парадокс. Они же тоже ездят по этим заправкам. И ты дорогие свои тачки тоже будешь заправлять вот этим. То есть мы приходим к абсолютному вот этому первобытному строю. Это деградация чистого вида. Ну, конечно, да, можно вводить 150 евро посылочки, налогообложение и так далее. Я, чтобы вот точку поставить в разговоре, хочу вас спросить. Один же простой вопрос. Но неужели Европа не видит, что кому помогает и к чему это приводит?
Вот эти НКО, вот эти соросята, конкретные кураторы, ну они же видят, куда все идет. Ну там же не дураки сидят. Почему тогда не останавливают? Или время не пришло? Насчет ослиной мочи, если это не фигура речи, а действительно, да, то тогда это след Кремля. Я считаю, что это связано с Кремлем, потому что если мы вспомним классику, вот, то в одном известном советском фильме «Джентльмены удачи» один из этих джентльменов конкретно сел именно по этому уголовному производству. Поэтому тут можно связать такую цепочку, до Кремля дойти. Ну А вот, логика что такая. смотрел Ермак в бане спортзале, когда его настигли журналисты? Именно этот фильм. Да, да, да. Он место себе определял. Я думаю, этот момент он слушал, да, где место должно быть. Вот. Но смотрите, дело в том, что мы можем сколько угодно удивляться, да, и думать, почему европейцы выделяют эти бабки для Зеленского окружения. Но давайте себя не обманывать. А что, они чем-то лучше, они другие какие? Такие же. Они такие же. Они выделяют, потому что Зеленский – это самый удобный человек для европейской бюрократической мафии. То есть, по сути, евробюрократы, еврочиновники стали уже неким мафиозной группировкой, которая истощает национальные бюджеты своих государств, которая работает против стран Европейского Союза, которая работает на несколько транснациональных кланов, да, то есть на большие корпорации. То есть, по сути, эти чиновники, они заняты просто заработком денег. И им дают часть возможностей для того, чтобы накопить и себе капитал. Ну, что далеко ходить? Глава Европейского Союза Урсула фон дер Лейн, она же замечена в коррупционной составляющей, замечена, да, еще в ковидное время. Замечен этот скандал был, но пока его держат, ее держат на поводке. Ей дают возможность воровать, она дает возможность воровать. Приезжая в Украину, получает откаты. При этом Зеленский – это человек, который, по сути, на раздаче сидит. Они деньги выделяют, а потом от Зеленского эти деньги расходятся по правильным направлениям. Он очень удобная фигура. Именно по этой причине у него барзометр такой. Именно по этой причине он на всех смотрит высокомерно и считает, что он круче. И он действительно круче европейских чиновников. Потому что если убрать Зеленского, кто же на раздаче-то сядет? Вот схема лопнет. То есть, по сути, тогда они недополучат деньги. Понятно, что для больших транснациональных корпораций пофиг, будет Зеленский, там, Федоров, Петров или Сидоров, да, и вообще без разницы, кого там поставить, они считают, что все равно будут выполнять поставленные задачи. Но для евробюрократов это самый удобный персонаж, который кормит их. Не на трудовые доходы они живут. Вот и все. Потом они уходят на пенсию и начинают жить очень красиво. Вот у них такие планы. И у Володи такие планы. Он говорил, я молод, я хочу потом путешествовать. У него есть на это все возможности, если, конечно, британцы выполнят свои обязательства по безопасности. А это большой вопрос. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что.